Добрый день. Сегодня мы поговорим об очень интересном состоянии. Это состояние называется бруксизм. Что же это значит? Я уверена, что с данным состоянием встречались практически все родители. И не все знают, что это состояние называется бруксизм. Сегодня вы станете еще грамотнее. Бруксизм – это ночной скрежет зубами у детей. Очень редко применяем данный термин, но он медицинский самый правильный. Это ночной скрежет зубами у детей. Естественно, у взрослых он точно так же называется, но мы будем говорить конкретно о детках. Когда большинство мам находятся в очереди, они очень бурно обсуждают большое количество состояний, ставят диагнозы, назначают лечение еще до того, как зашли к доктору. И очень часто я слышу такие выражения, когда одна мама говорит другой, что вот мой ребенок ночью скрипит зубами. Что это такое? И тут сразу все ставят однозначный диагноз: у твоего ребенка 100% глисты. Извините за такое немедицинское выражение, но это цитата. Мамы дают советы, как избавиться от глистной инвазии, какие препараты нужно пропить, и 100% после приема этих препаратов у ребенка все пройдет. То есть необходимо избавиться от глистов, и причина исчезнет. Но мало кто знает, что глистная инвазия не имеет никакого отношения к бруксизму. Скрежет зубами ни в коем случае не связан с глистной инвазией. Это давно доказано, об этом много статей написано, но почему-то вот это крылатое выражение до сих пор остается. Если у ребенка скрежет зубами, значит это глистная инвазия. Сегодня вы узнаете о тех причинах, какие могут вызвать скрежет зубами у детей ночью. И это те реальные причины, которые могут дать такое состояние, как бруксизм. И не стоит обращать внимание на тех советчиков, которые говорят, что это глистная инвазия. Нет, никакой взаимосвязи нету абсолютно. Самая распространенная и на первом месте причина бруксизма – это эмоциональная перегрузка ребенка. Эмоциональная нагрузка, даже небольшие стрессовые ситуации могут дать вот такие проявления, как скрип зубами ночью у малышей. Несмотря на то, что многие родители не придают огромного значения эмоциональной перегрузке ребенка, каким-то минимальным стрессом, ребенок пропускает это все через свою нервную систему. И ему это все дается гораздо сложнее, чем взрослому. Иногда начинаешь выяснять причину, и родители ее называют, но они не понимают, что именно это и есть причина. Потому что какие-то ситуации, где взрослый повел бы себя вот так и в принципе не обратил бы на это внимание, ребенок улавливает это все очень тонко. Поэтому эмоциональные перегрузки, малейший стресс могут дать вот такое состояние, как ночной скрежет зубами. И это состояние нужно корректировать. То есть просто выявить причину, что у ребенка, скорее всего, был какой-то стресс, и вот он сейчас скрежет зубами, и, скорее всего, после того, как нормализуется состояние у ребенка, он забудет этот стресс, все нормализуется. Нет, это состояние нужно корректировать. Не ждать, пока вот эта стрессовая ситуация уйдет самостоятельно, а помогать малышу здесь и сейчас. Вторая причина, также очень распространенная, это прорезывание молочных зубов у малышей, либо смена молочных на постоянные. Так как в этот момент у малышей очень раздражены десна, они доставляют огромный дискомфорт и зуд малышу. Малыш пытается интуитивно, рефлекторно почесать десна, но так как есть уже зубки, он начинает ими издавать такой скрип. Следующая причина – это патология прикуса. И это достаточно нередкая причина. К сожалению, у большинства детей присутствует нарушение прикуса, либо асимметрия челюстно-лицевой системы. И это далеко не то состояние, которое можно оставить на самый последний резерв, да, всех состояний, которые вызывают скрежет зубами. На это нужно обращать внимание. Естественно, скрежет зубами могут вызвать те состояния, при которых закладывает нос. Это насморк, это аденоиды,
Это тяжелое течение у РВИ, и за счет того, что идет заложенность носа, отечность, ребенок может также произносить вот такой скрежет, который иногда он настолько сильный, что родители говорят, что с одной комнаты слышно, когда ребенок находится в другой комнате, настолько сильный скрежет зубами. Следующая причина – это недостаточность микроэлементов, которые влияют на сократимость мышц. Такие элементы, как кальций, калий, магний, витамины группы В6 и аминокислоты. И из-за нехватки вот этих микроэлементов происходят такие подергивания мышц, при которых может происходить скрип зубами. Следующее состояние – это, наоборот, недоразвитые мышцы челюстно-лицевого скелета. Когда детки после 8 месяцев не переходят на кусочковую пищу, а пользуются блендерной пищей, да, мама кормит блендерной пищей, и вот те мышцы, они не окрепшие, но организм ребенка очень умный. И ночью происходит рефлекторное сжатие зубов, челюсти, и опять же образуется вот такой скрежет. Как ни странно, бруксизм может передаваться по наследству. То есть если у мамы, у папы были частые ночные скрипы зубами, то есть вероятность того, что и у ребенка будет скрежет зубами. Но опять же тут нужно разбираться, по какой причине у ребенка появились данные симптомы. То есть вот сколько состояний, при которых может быть бруксизм, я назвала, да, их достаточно много. Но когда слышишь разговор между двумя людьми, да, это не всегда это мама, это могут быть папы, это могут быть бабушки, сейчас все очень образованные. И когда слышишь один единственный диагноз, и все уверены на 100% в нем, это достаточно страшно, потому что многие состояния, которые я рассказала, их нужно корректировать, ребенком нужно заниматься. И сказать, что он перерастет или это пройдет самостоятельно, не всегда так выходит. Иногда бывает состояние, когда ребенок вот этим скрипом себе стирает зубы. И это достаточно страшно, когда происходят вот такие ситуации. Поэтому как минимум 6-7 причин я вам назвала, почему может быть скрип зубами в ночное время у ребенка. И ни в одной из этих причин я не упомянула глистную инвазию. Поэтому забудьте это навсегда. Нет взаимосвязи скрипа зубами у детей ночью и глистов. Нету. Теперь вы знаете много причин, теперь вы еще более образованы, теперь вы знаете, что это состояние называется бруксизм. И теперь, если вы у кого-то услышите такое выражение, да, крылатое, как я уже сказала, что если у ребенка есть скрип зубами ночью, то это 100% глисты. Вы можете их поправить и сказать, что это не имеет никакого отношения к данному состоянию.